Здравствуйте, братцы и сестрицы! Наконец-то я решил записать видео, о котором многие просили очень долго, о том, как я изучаю языки. Вообще, почему я их изучаю и так далее. Надеюсь, вам будет занимательно слушать. И поехали! Стоп. Сначала хочу обратиться к тем зрителям, которые еще не являются подписчиками нашего канала. Наш канал «Славяноское дело» посвящен славянским деяниям славян, нашей истории, нашим языкам, разным связям между славянами и вообще всему, что касается славян. Так что, если вам такие темы кажутся занимательными, то, пожалуйста, если хотите, подпишитесь на наш канал и смотрите наши видео. Спасибо. Давайте сначала расскажу вам про свой опыт или опыт моей семьи в изучении или в контакте с иностранными языками. Я достаточно хорошо знаю свою родословную, вплоть до середины 19 века. И то, что мне кажется занятным, это факт, что на самом деле среди моих предков очень сложно найти кого-то, кто говорил бы только на одном языке. Может быть, даже никого такого нет. Да. Допустим, с папиной стороны, прапрадедушка, он говорил на кайковском языке, хорватском, и также на венгерском. Он очень часто бывал в глубине Венгрии, был кузнецом, как его сын, мой прадедушка и как мой дедушка. Его сын тоже говорил по-хорватски, то есть по-кайковски и по-венгерски. Это были еще времена Австро-Венгрии, начало 20 века. И он во время Первой мировой войны он был в венгерской армии, и, естественно, там по-венгерски разговаривал и должен был понимать приказы на венгерском, да. Дело в том, что просто наша часть Хорватии, Хорватии и Словении, где мы живем, это исторически очень долго принадлежало венгерскому государству, поэтому и люди, которые живут в этих местностях, они как-то связаны с венграми, можно так сказать. А потом мой дедушка и моя бабушка, они тоже по-венгерски говорили. Дедушка был, мобилизован. Когда принудительно в армию зовут, да, когда военное положение. В Венгрии была такая группа молодежи, называли их Левент. И моего дедушку тоже в это позвали, да? Он также там должен был говорить по-венгерски. А бабушка в это время, она еще была девочкой. Это были времена Второй мировой войны. И та часть Хорватии, из которой она родом, также принадлежала в эти времена Венгрии. И, естественно, они в школе учили венгерский тогда. Таким образом получилось, что и моя бабушка говорила на венгерском и на кайковском языке. Литературный хорватский она никогда не изучала. Даже до сих пор она говорит на нашем кайковском языке. Потом, если посмотреть на историю со стороны моей мамы, и та часть Словении тоже принадлежала Венгрии. И мой прадедушка и прапрадедушка также были венгерскими солдатами, офицерами даже, по-моему, но это нужно проверить, эту информацию я не могу сейчас точно вспомнить. Да, так что им тоже как-то пришлось говорить по-венгерски. Потом мои родители, мама с папой, папа говорил, не говорил, а папа учил, так скажем. Папа учил в школе немецкий. У них был выбор, выбрать немецкий, либо русский.
И он не всегда объяснял, что типа, ну, с русским договоришься как-то. А вот немецкий нужно бы было как-то выучить. Ну вот и он учил немецкий, потом в средней школе, в гимназии латынь, и после славянский литературный язык. А мама также, она в школе учила и английский, и немецкий, так что уже 3 языка там были, славянский, немецкий и английский. А дома с нами, с детьми, они разговаривали всегда, ну, папа в своем диалекте хорватском, а мама в своем славянском диалекте. Да? И таким образом мы стали билингвами. Они вообще не задумывались, как многие родители, к сожалению, это делают. Думают, что если ребенок будет знать еще какой-то, учить еще какой-то язык, кроме своего, в таком детстве, да, что тогда он все запутает в одну кучу и уже как-то не сможет соображать, да, ни на каком языке. На самом деле это бред. На самом деле изучение языков даже с раннего детства, оно очень развивает мозг, ну и как-то веселее так жить, что ли. Кроме этих диалектов, которые мы слушали каждый день, мы также разговаривали с нашими родственниками, с которыми мы довольно часто встречались, на литературном славянском языке или на разговорном варианте литературного языка. Также в Хорватии с родственниками с других частей Хорватии и знакомыми тоже на литературном хорватском. Да? У нас и новости тоже на хорватском, мультики на хорватском. И еще мой опыт такой с детства. Мой папа как-то положительно относился ко всем славянам всегда, да, несмотря даже на эту сербско-хорватскую войну. Дедушка тоже положительно относился всегда, когда говорил, например, о том, что у нас... И вообще, тут стоит рассказать что-то побольше. Вот в нашем доме так получилось, да, что в нашем доме во времена Второй мировой войны, ну там, понятно, сначала некоторые немцы были, но это как у многих было, да. Вот. Ну, у нас жил, когда Красная Армия пришла, у нас жил русский какой-то. Я уже не помню, как его звали, там дедушка говорил, пару лет назад умер, ну, почти пару. Да, и я просто забыл, не помню, как он мне сказал. Может быть, Иван был тоже, Ваня. А так, кстати, дедушку его звали тоже, Иван. Ну да, и он там рассказывал всякие приколы, как он с ним разговаривал по-нашему, русский по-своему разговаривал, да. И да, был такой прикол тоже, что он там девушку искал и спрашивал у дедушки, а где тут барышня есть, да. А дедушка не понимал, ну, конечно, пытался понять, ну, что такое барышня. И он как-то в этом слове узнал корень бара, да. А бара – это одно из слов у нас, которое обозначает болото. Да, и в результате получилось, что он его отправил куда-то в болото, в поля. Там их у нас довольно много. Ну и, конечно, этот русский, когда туда пришел, он очень сильно там разозлился, вернулся к дедушке, говорит, куда ты меня отправил? Да, ну, короче, было смешно. Потом, примерно в то же время, не знаю, может быть, чуть раньше, у нас также жили болгарские солдаты, их было 3. Тоже они с дедушкой разговаривали, и дедушка всегда, когда рассказывал о них, говорит, ну, с болгарами у нас что, общий язык не найдем, мы можем договориться, как так. Единственное, что он так говорил, что было такое необычное, это то, что по-болгарски это нет, а это да. Да. Или как-то так, да. Вот. Ну да, так он всегда рассказывал, что их понимали. И потом, я еще помню, это в 90-х было, когда я уже родился, я был маленьким совсем, когда распадались все эти социалистические системы в Восточной Европе, к нам достаточно часто приезжали продавцы из Чехии, Словакии, ну, продавали там посуду, ремни, не знаю, разные вещи. Ну да, и они так раз к нам приехали тоже мы там с ними общались, ну, родители общались, и дедушка общался, да.
Но и всегда, когда рассказывали всегда, когда мой дедушка, например, рассказывал о чехах, словаках, поляках, он всегда говорил, что да, это наши какие-то все. Это все наши люди. Да? Вот. У бабушки тоже такое было. Она во времена Второй мировой войны, ее отец, мой, получается, прадедушка, тоже был мобилизирован в венгерскую армию, и он был за главной линией фронта. Не знаю, что они там готовили еду, логистикой занимались, что-то такое было, да. И его жена, моя прабабушка, решила поехать на фронт. Подумала, что, может быть, я его больше не увижу, поэтому нужно сейчас ехать. И они вместе с бабушкой, которая тогда была 8-9 лет, они поехали на север Венгрии, к городу, который называется Тёр. Вот. И там им помогли какие-то словаки, оказывается. Сначала они по-венгерски спросили, вы не могли бы нас подвезти, да? Потом бабушка слышала, что они как-то разговаривают как будто по-нашему, да? Оказалось, что они словаки. Вот. Это такое событие в жизни бабушки. А мой папа на протяжении целого моего детства, он с нами, детьми своими, слушал всякие песни там на русском языке, на польском, на македонском тоже особенно много было. Поэтому всегда был какой-то контакт с этими языками. Но я тогда, бывший ребенком, не обращал на это много внимания. Потому что, понятно, ребенком. Вот. Сначала я даже не понимал, что это разные языки. Даже про языки мамы с папой я думал всегда, что хорватский язык, он такой более глубокий, серьезный. Это язык мужчин. А славянский, он такой нежный. Это языки женщин. Да, наверное, так психологически у меня это сложилось, потому что мама говорила по-славянски, папа по-хорватски, да. И такие ассоциации у меня возникли. Это был контакт со славянскими языками. Еще с детства, то, что я помню, мы у бабушки, славянской бабушки, когда приезжали в гости, смотрели американские мультики на Cartoon Network. Там все было, естественно, на английском, мы вообще ничего не понимали, но все равно смотрели. Также мы очень часто смотрели австрийское телевидение, и на немецком языке, естественно, тоже там мультики всякие были. Тоже не задумывались, но как-то со временем человек начинает понимать. Потом, после переезда в Словению в 90-х, я тут в школу поступил, начальную, да, естественно, тут литературный славянский начал изучать, а потом, как первый язык, выбрал английский, хотя всегда как-то хотелось немецкий на самом деле, потому что, это отдельная история, просто я обожал динозавров, и я знал, что там есть какие-то парки с динозаврами, да, и поэтому мне Германия очень понравилась, я хотел выучить немецкий, чтобы поехать когда-нибудь туда, посмотреть на этих динозавров. И вот. Такая странная мотивация, может быть, но сработала. Вот. Но родители мне говорили, чтобы я все-таки выбрал английский, потому что мой старший брат уже выбрал английский, чтобы не надо было там новых учебников покупать, и чтобы мне могли помочь в английском. Да? Мама помогала в английском, в немецком. Я помню, мы играли в видеоигры на английском языке, на немецком тоже. На английском это была Prince of Persia, та старая версия еще там, с 90-х или с 80-х, не помню. Но там все было на английском. Я помню, что это выписывал, потом маме бумажку приносил, спрашиваю: мама, а что это значит, о чем они разговаривают, да? Это один пример. А второй пример, это покемоны, Game Boy и Nintendo устройстве. У нас был друг, у которого там бабушка с дедушкой в Германии, и у него было это устройство Nintendo и устройство Game Boy, и он нам это одолжил когда-то, да.
Я помню, мы все лето играли в этих покемонов. Там все было на немецком, естественно. И также вот был такой интерес, ну а что же там значит на самом деле? О чем они там разговаривают, да? Ну, и это был какой-то контакт с немецким. Позже тоже история с покемонами связана. Мне друг продал видеоигру Pokemon Gold на французском языке. Тогда я заинтересовался французским. Я его, правда, никогда не доучил. Наверное, я мог бы что-то понять, если бы это было записано, и если бы тема была такая, что, ну, что я хоть что-то знаю о ней, да? Ну да, и под конец начальной школы, начальную школу нужно объяснить тоже. Начальная школа, короче, это не то, что в России начальная школа, а у нас начальная или основная школа, если прям буквально, эта школа, это первых 8 лет учебы, то есть с 6 до 15 лет. Потом начинается средняя школа, которая 3 или 4 года длится, и после этого уже факультет. Интересно, что покемоны также были мотивацией для того, чтобы я начал изучать японский. Это тоже один из языков, который я начал учить, но никогда потом не доучил. Просто тогда еще не было так все это развито с интернетом, с компьютерами. Ну, тем более у нас не было такого доступа к информации. Не было буквально у нас дома таких компьютеров. Вот, и, конечно, я работал с тем, что у меня было. Сайт какой-то был по японскому языку. И там я пытался изучать французский. Да. Потом я поступил в среднюю школу в Хорватии, где, ну, также был там английский язык, как первый иностранный язык. Был немецкий язык, как второй иностранный язык. Еще у нас появилась латынь. Ну, несмотря на то, что папа мне очень много рассказывал о латыни, ну, пытался меня как-то мотивировать, у нас был преподаватель, у которого были отвратительные методы преподавания, так что было страшно находиться на уроках. И у меня было там по латыни очень много плохих оценок. По-русски это двоек, а у нас это единицы, да. Я должен был приспособиться сначала и к хорватскому литературному языку, потому что я литературный хорватский до средней школы не изучал. И да, для меня было достаточно тяжело сначала. Где-то 2 года прошли, пока я не привык совсем, да. А как раз в этих 2 годах латынь преподавалась. Да, у меня там были плохие оценки. Но латынь я все-таки выучил, немножко попозже, но уже потому что меня самого заинтересовало и, ну, как-то хотелось еще это изучить. Да. Что нужно знать, когда изучаем другие языки, да? Я очень часто встречаюсь с вопросом, ну, когда говорю, на каких языках могу говорить, да, и там большая часть из них это славянские языки, и у людей бывает реакция: «О, ладно, это же ничего такого, тут это просто славянские языки». Да, а потом, а что типа там французский или не знаю, какой-то там корейский или китайский, почему на разных языках таких не говоришь? Ну, я могу на это ответить, что, ну, во-первых, изучение языков, по крайней мере для меня лично, это не соревнование, кто выучит больше языков. Потому что если я буду просто изучать языки для того, чтобы показаться, ой, посмотрите на меня, сколько языков знаю, тогда это очень плохая мотивация. Я, собственно говоря, начал изучать славянские языки именно потому, что я хотел узнать своих братьев, то есть вас всех, да, славян. И логика была такая, что вот если я изучу языки, все славянские языки, я буду хорошо понимать это. Я буду понимать, что и как думают мои братья. Вот. На это, конечно, повлияло и воспитание. Спасибо моим родителям. Да. Но как-то это была главная мотивация, да. Этот интерес к славянам, он пробудился где-то, когда мне было лет 17, допустим, 16-17.
начал интересоваться славянской историей, славянским язычеством, допустим, да, ну, всем, что касалось славян, вот все это мне стало интересно. И я чувствовал, что это что-то как мой долг, это изучить все. Мой долг, потому что это мой народ, это Бог меня по этому народу в мир послал, да, или в мире сотворил, как хотите, да. Как у каждого человека есть какой-то народ. Нет человека без культуры и без народности. Хотя некоторые люди очень сильно стараются вот это как-то передать, хотя тогда это их не культура или антикультура, как сказать, тоже становится какой-то культурой своего рода, да. Ну, короче, вот это была моя мотивация по славянским языкам, да? А латынь, интересно, тоже я захотел изучить, потому что я знал, что о славянах писали в источниках на латыни, да. Также греческий язык, да, тоже писали о славянах на греческом языке, поэтому я решил, да мне нужно этот греческий узнать, чтобы я точно знал, что там в источниках написано, правильные ли это переводы, да. Допустим, есть один такой известный пример, Прокофий Кесарейский, очень много переводов описания славян и антов, когда описывается их религия, говорит так, что славяне, это Прокофий пишет, славяне веруют в одного Бога, Творца молний и так далее, и так далее, и так далее, да? Но на самом деле, и это не я обнаружил, это не я открыл, на самом деле перевод, который намного лучше и соответствует больше значению, это такой, что говорит так вот. Славяне веруют в одного из богов, Творца молний и так далее. То есть в одного из богов. Такой оттенок, но как-то говорит уже о чем-то, да? Ну да. И еще вторая часть, ну на самом деле самая важная часть моей жизни, это христианская вера, которую мне по Божьей милости всадили в сердце моя бабушка и моя мама, да? за что им особенно благодарен. И в желании, чтобы познать свою веру, чтобы познать христианство, чтобы познать на самом деле не веру и христианство, а Бога, да? Чтобы быть тем, для чего Господь меня сотворил, да? Чтобы знать там заповеди, чтобы понимать их. И я тоже тогда в средней школе узнал, что Библия на самом деле была написана на иврите и на греческом языке. Ну, там какие-то части еще на арамейском были. Вот. И, конечно, для меня это был как какой-то знак, о, вот, тебе греческий нужно тоже, и нужно иврит тоже выучить, да, чтобы ты знал там точно, что написано. Да, и, ну, конечно, это желание углублялось, тем больше, чем чаще я замечал какие-то ошибки в переводах, которые немножко не то значение передают, как в оригинальном языке. Вот. И поэтому эти языки тоже как-то присоединились к языкам, которые я изучаю. Да, потом, естественно, немецкий, английский я учил в школе. Ну, тут я ничего особого не могу сказать, потому что, ну, я был маленьким, все так делали. У нас, слава богу, по английскому хорошие учителя, в основном очень хорошие. По немецкому тоже. Ну да, это как-то стандартно было. Когда я поступил на факультет, там открылась целая куча новых языков. Мое направление называлось сравнительно славянское языкознание. Еще второе направление это была теология католическая. И, конечно, там я познакомился поглубже с праиндоевропейским языком, и меня это очень-очень заинтересовало. Потом старославянским языком, с праславянским языком. Как раз вот праславянский это мой, наверное, любимый язык. Также нужно было ознакомиться с готским элементами, основами старовысоконемецкого и других важных индоевропейских языков. Причем очень важен был литовский. Литовский я до сих пор не выучил, к сожалению, хотя я работаю там по учебнику какому-то. И надеюсь, что когда-нибудь я заговорю прям хорошо на литовском. Один из языков, который я относительно недавно начал учить, и
для которого я нашел очень большую мотивацию, это венгерский язык. Потому что венгры, многое меня с венграми связывает на самом деле. И мне очень нравится то, какая у них ситуация сейчас в стране, вообще какие они по менталитету, что они защищают прям эту традицию, традиционные ценности, справедливость и так далее, веру в Бога. Мне это очень нравится. Да? Вот. И я их уважаю. Хотя, конечно, есть там некоторые исторические несправедливости, которые венгры делали. Венгерское правительство, то есть по отношению к нам, к славянам, особенно по отношению к словакам и по отношению к хорватам и словенцам, на самом деле. Было такое. Плохого я тут не хочу помнить. Не то, что не хочу помнить, а просто люди разные в каждом народе, знаете. А у нас тут Венгрия рядом совсем, и я думаю, что был бы прям грех не изучить венгерский язык, потому что просто много плюсов это приносит. Если не для чего другого, то, по крайней мере, для того, что можно путешествовать по Венгрии, можно также за покупками ездить туда, допустим, да. Я в основном, наверное, для путешествий, потому что она, особенно Западная Венгрия, она очень-очень красивая. Да, и это, можно так сказать, родина старых паннонских славян, чем потомком я тоже являюсь, да. Какие там еще у меня были языки? Немецкий, я совсем забыл про испанский, почему я могу понимать испанский. Дело в том, что у нас на славянском телевидении показывали испанские теленовеллы, не обязательно испанские, но на испанском языке. И каждый день после школы сестра и я, мы смотрели это, да, там субтитрами было. И так как-то совсем не обращая на это внимания, начал испанский понимать. Очень хорошо причем. Вот. Итальянский тоже где-то так. Вообще, тут отдельная тема, которая мне очень нравится. К сожалению, ее в России, в Германии, в Польше, по-моему, тоже не существует. Это то, что у нас показывают все фильмы на оригинальных языках. И всегда есть субтитры. И это вообще, это бесплатные уроки по иностранному языку, понимаете? Это как круто. И, конечно же, это очень помогает. Так что предлагаю всем попробовать этот опыт, у кого появится такой шанс. Это, наверное, все на сегодня. Не знаю, я посмотрю, завтра, может быть, запишу потом вторую часть, где буду рассказывать уже про систему, которую я разработал для изучения славянских языков. Я не говорю, что она оригинальная, что только я ее придерживаюсь или что-то такое. В своем исследовании языков как-то я видел, что для меня она работает, прям работает. И думаю, что стоит этим поделиться, потому что, может быть, кому-то другому еще поможет в изучении славянских языков. А если мы, как славяне, будем понимать языки друг друга, лучше понимать, то я думаю, что мы и как люди станем вновь ближе. И, отдельная тема для когда-нибудь в будущем. Панславизм и все такое. Все, спасибо за внимание и, наверное, до завтра. Пока-пока.